Космическое пространство. Поехали! Всем привет! Про город, в котором я нахожусь, первый космонавт Гагарин сказал: «Оренбург дал мне крылья». Согласитесь, одного этого достаточно, чтобы здесь побывать. Но если Гагарина приходится делить с другими городами, то вот на этот символ Оренбурга больше никто претендовать не может. Не буду ходить вокруг да около. Сегодняшний выпуск начинаем в Оренбургском пуховом платке. Сегодня в выпуске перейду через границу, покажу вам, как за секунду переместиться из Европы в Азию. Колбаса по рецепту Чингисхана. Смотрите и узнаете, из чего и как ее до сих пор готовят оренбургские казахи. Сурам налить будешь? А что ты за журналистка? Журналисты со всеми бухают, пьют. И золото сарматов, кто на самом деле жил в оренбургских степях 2000 лет назад. Оренбург – это Южный Урал, рядом граница с Казахстаном. Зимой здесь часто ниже 30 градусов мороза, но летом город по-настоящему южный. В Оренбурге почти все лето 30-35 градусов жары. Количество солнечных дней в году здесь такое же, как в Сочи. Если вам надоели дожди и холод, которые все лето во многих городах России, то Оренбург – то самое место, где можно хорошо погреться. Самый популярный пляж в Оренбурге – набережная на Беловке. Отдыхают и загорают по обе стороны реки Урал. Здесь дежурят спасатели, на берегу свежий песок, раздевалки. Все, что нужно для летнего отдыха. Единственный минус – мелководье Урала. В середине лета реку можно перейти вброд. Толпы туристов в Оренбург пока не приезжают. Где остановиться точно найдете. Здесь есть и международные отельные сети, и бюджетные варианты. Нормальный номер на сайте бронирования вполне можно найти за 1800-2000 рублей. Точно такое же здание, как это, можно увидеть в любом городе России. Только вместо названия Оренбург будет написано, например, Смоленск, Саратов, Владимир. А это центральный рынок города Оренбурга. Еще в начале 60-х годов прошлого века здесь можно было купить настоящих верблюдов из Центральной Азии. Давайте посмотрим, что здесь продают в наши дни. К по-настоящему летнему палящему солнцу в Оренбурге прилагаются спелые и вкусные фрукты. Покупать лучше на рынке. В народе этот рынок еще называют зеленым. Здесь много фруктов, овощей, зелени. Уже в июле появляются бахчевые. Сочные дыни и арбузы из Астрахани и Центральной Азии. Из Узбекистана их везут уже спелыми, в отличие от той же Москвы. Так, это что, как называется правильно? Паутинка. Угу. Видите, какая красивая. Вот красиво голубая. Ага. Сколько стоит такой? 500 рублей. Ой, да что? Я думала, дороже. Тюлюкен из Новосергиевского района везет на рынок колбасу собственного производства. Уверяет, что делает ее по такому же рецепту, что при Чингисхане. Режутся конины. Вот на такие кусочки. Перчится, чесночится, потом набивается, лежит в рассоле. Потом он так завязывается, и вот она лежит у вас готовая. Оболочка стерилизуется, кипяточки, в уксусе, на эссенции. Мне маленький кусочек только. Не надо, рот пусть радуется. А это уже сало, томленое в печи. Хлеба бери больше. Скажи, как казахи солят. Нормально? Очень вкусно, да. Оренбург – город многонациональный. Здесь живут татары и мордва, украинцы и русские, немцы и белорусы. И живут, надо сказать, действительно дружно. Не так давно в городе построили национальную деревню. Здесь есть подворье разных народов. Можно узнать, как устроен их быт, как возводили дома и готовили еду. Дальше расскажу, откуда появилось название Оренбург. Must-see – памятники архитектуры, которые нельзя пропустить. И золото сарматов, что за древний клад нашли в Оренбургской степи. Друзья,
Да, у меня хорошая новость для всех подписчиков и зрителей моего канала. Теперь в описании под каждым видео вы найдете актуальные ссылки. Интернет-магазины одежды, косметики, турагентства. Все самые актуальные предложения. Пользуйтесь на здоровье. Большим современным городом Оренбург стал в 70-е годы прошлого века, когда рядом открыли уникальное нефтегазоконденсатное месторождение. Газзавод находится всего в 30 километрах от города. То, что Оренбург может претендовать на звание газовой столицы России, становится ясно вот здесь на остановке. Дело в том, что по городу курсируют автобусы «Пазики». Это здесь основной общественный вид транспорта. А заправляют их газом. И вонь стоит страшная, слезятся глаза, и не только на остановках воняет, но даже если пройти за несколько километров отсюда. Оренбург назван в честь реки Орь, это левый приток Урала. Дело в том, что город построили с третьей попытки. Его закладывали на месте нынешнего города Орска, это как раз там, где Орь впадает в Урал, потом на Красной горе. И, наконец, в 1743 году на берегу Урала, на природной возвышенности Беловском Яру, построили военно-торговую Оренбургскую крепость. Сегодня на месте крепости бульвар и памятник Герою Советского Союза, летчику-испытателю Валерию Чкалову. Кстати, он в этом городе ни разу в жизни не бывал. Река Урал во все времена считалась разделительной границей между Европой и Азией. Вот он, Оренбургский портал между мирами. Нужно совершить всего один шаг, чтобы перейти из Европы в Азию. А с набережной Урала мы с вами пойдем на Красную площадь. Дорога на Красную площадь проходит вдоль железнодорожных путей, но на самом деле поезда здесь не ходят. Единственное, что здесь курсирует, это небольшой такой состав. Это детская железная дорога. Честно говоря, сегодня планировала просто пройтись по городу и показать вам Оренбург со всеми его достопримечательностями. А в результате меня опять занесло к каким-то железнодорожным путям. Но зато сейчас попадем на Красную площадь. Вот она, Красная площадь, жилой квартал Оренбурга, построенный из красного кирпича, отсюда и название. Посмотрите, Оренбургскую Красную площадь тоже окружает стена наподобие Кремлевской, только это вся исписана граффити. Поблизости Форштадтский пляж. Название происходит от старейшего жилого района. Форштадт возник на месте казачьей слободки, которая когда-то находилась за стенами Оренбургской крепости. В городе вообще у каждого района, помимо официального, есть второе неформальное название. В Оренбурге есть Шанхай, Бродвей, Африка, Маяк и Сырейка. На берегу Урала находится старейшее здание города. При генерал-губернаторе Перовском в стиле неоготики построили кладовую для Оренбургского казначейства. Сегодня здесь музей истории города. Согласитесь, есть своя прелесть в этих бледно-розовых, желтых, зеленых, голубых домиках исторического центра Оренбурга. При Перовском строили особенно много. Василий Алексеевич хотел придать провинциальному Оренбургу облик столицы региона. В это время построили и караван-сарай. Комплекс зданий предназначался для башкир, которые находились на службе у Российской империи. Автор проекта – знаменитый архитектор Александр Брюлов. Именно в этом старейшем здании города в ноябре 1917 года военно-революционный комитет издал указ о переходе всей власти Совету рабочих и солдатских депутатов. Над Уралом возвышается православный Введенский храм. Первая церковь на его месте появилась еще в середине XVIII века. В 1883 году построили Никольский собор. Он был возведен по инициативе казаков Оренбургской станицы после того, как во время пожара сгорел прежний деревянный храм. Все готовы? Да. Поехали! А это парк отдыха Тополя. В последней четверти XIX века в степном городе случилось 2 крупных пожара. Огонь распространялся моментально. Чтобы предотвратить подобное, посадили быстрорастущие тополя. Сегодня на этом месте большой парк аттракционов. Ну как, живая? Только голову совала сюда, ну так живая.
В Оренбургские степи сегодня едут, чтобы увидеть сенсационные находки археологов. Этот олень напоминает о раскопках в Илекском районе. В Филипповских курганах нашли 600 изделий древней сарматской культуры. В Илекском районе было найдено 26 оленей с большими ветвистыми рогами. Копию одного из них установили на улице Советской, и почти сразу же появилась традиция потереть носик оленя на удачу. Рога оленей покрыты золотом. Эти утонченные изделия доказывают, в степях Южного Урала 2000 лет назад жили не кочевники-скотоводы. Здесь процветала высокоразвитая цивилизация, о которой историки только-только начинают узнавать. Южный Урал оказался одним из центров древней забытой цивилизации Евразии. В следующих выпусках на канале «Кругосветка» с Третьяковой вас ждут личные вещи первого космонавта планеты Юрия Гагарина и тот самый самолет, на котором он впервые поднялся в небо. Карта сокровищ, узнаете, где искать клад Емельяна Пугачева. Не забудьте заглянуть в описание под видео, там много полезной информации. Самые актуальные ссылки и акции от интернет-магазинов одежды, косметики, турагентств и онлайн-школ. Подписывайтесь и ставьте колокольчик. До новых встреч!